Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня у нас будет не очень приятная тема похороны в Турции по всем традициям, по всем обрядам. Похороны в Турции проходят совершенно не похожие на наши. Проходят они, естественно, по мусульманским традициям. Тело здесь не кремируют. Это равносильно тому, что родственники отдадут тело в ад, чтобы оно там горело. Также здесь при мечети есть морги, в которых делают омовение и все вот эти процедуры перед тем, как похоронить. Перед похоронами тело забирает Беледия, тоже специальная государственная служба, там есть специальные люди, они тело обмывают, подмывают, это называется абстез, перед последней молитвой, и все интимные места закрывают ватой, чтобы не испортить омовение, чтобы не испортить абстез, если вдруг будут какие-то ЧП. Тело заворачивают в белую простынь чистую, с обоих сторон, с головы и с ног. Ее вот так вот закручивают. Не хочу сравнивать, но похоже на конфету с обоих сторон. Вот так вот закручивают эту простынь. И кладут в гроб. Гроб используют только для того, чтобы донести до кладбища, до могилы, и гроб потом забирают обратно. Процедуру похорон проводят только мужчины. И на кладбище, где усопшего кладут в могилу, тоже присутствуют только мужчины. Женщины могут стоять в стороночке потихоньку, либо женщины собираются дома. Сейчас они ждут священника, ждут имама для того, чтобы прочитать молитву. Обычно эту молитву читают на кладбище, но сегодня погода очень-очень холодная, и они решили это сделать в деревне, возле дома. Усопшая сейчас находится в машине. Ее не вытаскивают, потому что сейчас будут ее везти на кладбище. Сейчас им читает молитву. Молитва абсолютно не похожа на все другие. Она особенная, только для похорон. В этой молитве они не складывают руки и не кланятся. Сейчас поедут на кладбище. Мужчины должны быть все с покрытой головой. Женщин, как я уже сказала, на похоронах не присутствуют. Они в основном собираются дома. Цветы на могилу нести здесь и не принято. Здесь вообще, в принципе, такого нету. Они считают, что лучше помочь родным и близким умершего финансовой помощью. Сейчас мы приехали на мусульманское кладбище. Имам сейчас еще раз прочитает молитву. Потом будут вытаскивать усопшего, проводить сюда нашу бабушку. Разговариваю еле-еле, потому что накатываются слезы. В Турции соболезнования приносят в течение 3 дней. Особенно в первый день приходит очень много народу, чтобы поддержать близких умершего и не оставлять их в одиночестве со своим горем. Нести гроб с умершим человеком для мусульманина – это большая честь. Как вы видите, в гробу хранить не принято. Гроб предназначен только для того, чтобы донести тело до могилы, а потом его забирают обратно. А уже в самой могиле есть маленькое место, обложенное очень аккуратно досочками. Туда и кладут тело, повернутое на бок. Над могилой не принято вешать фотографию, только надпись или полумесяц со звездочкой. Вы знаете, сейчас произошла какая-то необъяснимая ситуация.
Я хотела поближе там к могиле снять вам, как вот они кладут, как в какую сторону, как поворачивают, в общем, вот это все подробно. Но как только я туда приближалась, я ставила камеру, у меня сам по себе выключался телефон. И вот так у меня продолжалось 3-4 раза. Потом я уже подумала, что у меня с телефоном что-то случилось. И я вышла с кладбища, у меня заработал телефон. Так что, мои дорогие, простите, но никак не смогла. Как это объяснить? Я поняла только то, что бабушка, видимо, не захотела, чтобы ее снимали. Сейчас там некоторое время буду читать молитву, а потом будут уже засыпать песком, землей. В Турции очень часто, я сама лично была свидетелем, близкие погибших внезапно по какой-либо ситуации дают согласие на пожертвование органов. И таким образом моя соседка сделала операцию по трансплантации почек. От мэрии, от Белиди, от государства приносят вот такие маленькие ланчики с рисом и с айраном. После молитвы и после того, как предадут в земле мертвого, умершего, вот эти в конце раздают людям, чтобы помянуть усопшего, и родственникам пожимают руку и желают соболезнования. Еще нам пришло от государства тоже вот такая поддержка. Вот такая коробка. В коробке 2 сока, одеколон, 2 пачки, 2 пачки сахара, 2 маски, мокрые салфетки, обычные салфетки и 2 коробки чая. И письмо с соболезнованием.